Приветствую, друзья! Последний стрим выдался по-настоящему особенным. Во-первых, этот стрим проходил в воскресенье. Я никогда в воскресенье не стримил. Я пожертвовал своими типичными турнирами, которые я играю, и запустил марафонную загрузку. Начал игру где-то в 16:30, подрубил стрим в 19. И весь стрим длился 17 часов, а сессия длилась 21 час. Было жестко, несколько раз были ситуации, что марафон был в шаге от завершения. В частности, был финальный стол где-то в 3-4 часа, в котором первое либо второе место давало завершение марафона, возможно, третье место также давало завершение. Я там занял 5-е место, и где-то в 5-4 утра было принято решение попытаться завершить марафон именно в этот день, продолжить сессию, открыть новые турниры, что я и сделал. Я стримил в 8 утра, я открывал новые турниры в 9 утра, в 10 утра. Где-то в это время, в 10-11 утра, я уже стал чувствовать усталость. Не очень хорошо мне было, я решил не грузить новые турниры. У меня было около 8 столов. Решил доиграть то, что есть, и закончить. В итоге остается 2 последних стола. Мне нужно выиграть около $850 в сумме, дабы закончить марафон в этот день, дабы получить 10 тысяч на балансе. Я вылетаю с первой финалки на 5-м месте, получаю какую-то сумму. И у меня остается последний финальный стол. Очень долго мы его играли, никто не вылетал. Плюс я играл после 19 часов игры, может, после 20. Было не очень просто сконцентрироваться, но я пытался. Я посчитал, что для того, чтобы завершить марафон, мне надо либо выиграть этот турнир, либо заключить сделку в хедзапе. В итоге я выхожу в хедзап с преимуществом 3-1. Сразу же предлагаю оппоненту сделку. Он отказывается. У меня карманные тройки, я их пушу, оппонент принимает по туз 8. Удваивается. У нас стеки сравниваются, но у меня стек чуть-чуть больше. Я ему вновь предлагаю сделку, и он соглашается. Но что происходит? Он стилит мой блайнд, застилив мой блайнд, мы делим, и из-за этого я получаю на $20 меньше. Я получаю 720, мне нужно было 740. И в этот момент мой баланс без $20 10 тысяч. Я решаю сыграть спин за 20, играю спин за 20, проигрываю его. Играю еще 2 спина по 20, также их проигрываю. Запускаю гипер-ха, sit-and-go за 100 с планом пушить каждую руку. Пушу первую же руку, мне заходят четверки. Оппонент играет кол по туз 10, чистый ранаут, но на рефере туз. Мы проигрываем, нам уже надо 180 поднять. Регистрирую хедзап за 200, по той же схеме не выигрываю. У меня не получается добить эту 20-ку, и я завершаю стрим. Иду спать, на следующий день просыпаюсь. Где-то в 11 вечера я хотел сделать стрим, добить, так сказать, до 10, но понимаю, что на самом-то деле мне нет смысла это делать. Для меня марафон был уже завершен в тот момент, когда было без $20, 10 тысяч. Хотел на стриме, чтобы красиво получилось, добить 10 не вышло. Но марафон на самом деле был завершен. Сейчас объясню почему. Я каждый день с утра, когда просыпаюсь, мне присылают данные по сыгранным турнирам. Я их перерабатываю и обновляю, составляю таблицу и обновляю график на сайте pokerurban.net. В воскресенье я получил данные довольно поздно, но успел их обработать до начала сессии. И была несостыковка. Несостыковка в $22.80 не в мою пользу. Я не стал разбираться, в чем дело. Все по данным сходилось, по полученным данным. Все было верно, нигде не было никакой ошибки. Расхождение, скорее всего, из-за того, что
Я играл какие-то свои турниры иногда на стриме. Плюс у меня были свои деньги на аккаунте. Где-то я что-то не досчитался. В общем, я урезал себе свой баланс на эти 22.80, чтобы просто-напросто не тратить время и запустить пораньше стрим, пораньше воскресную катушку. Как оказалось, эта сумма оказалась существенной, важной и решающей. Я думал сделать стрим, последний финальный стрим, вне зависимости от итога. То есть добью я эти $380, не добью их, и завершить марафон. Но понял, что смысла особо нет это делать, и лучше я сделаю это видео, которое вы смотрите, подведу итоги в нем. Изначально этот марафон задумывался как мой личный проект по поддержке рума, который я представляю. Пати-покер, привет! Меня никто не просил делать этот марафон, тем более никто не заставлял. Это была сугубо моя личная идея. Хотел продемонстрировать всем желающим, что при должном подходе, при дисциплине, соблюдении банкролл-менеджмента можно и нужно зарабатывать покером. Изначально я считал, что у меня получится намного быстрее выполнить этот марафон. Я первый стрим провел 28 февраля 2019 года. У меня было около 10 дней до моей ближайшей поездки на живую серию. Это была серия в Бразилии. Я сыграл эти 10 дней, отправился в Бразилию, затем вернулся. Я, по-моему, даже меньше 10 дней тогда сыграл. Из-за частых поездок на живые турниры у меня не получалось регулярно стримить. То есть я когда был дома, какие-то дни мне нужно было делать свои дела, но старался все равно как можно больше стримить и как можно быстрее завершить этот марафон. У меня не получилось завершить его за 10 дней. В октябре, в конце или в начале октября я провел последний стрим перед длительной паузой. Это был 23 или 24 день. Я закончил его с банкроллом около 1500 и последовал очень длительный перерыв. С октября до конца февраля 2020 года не было ни одного стрима. Связано это, разумеется, с живыми поездками. Но сейчас, в последнее время, начиная с конца февраля, с начала марта текущего 2020 года, я стримил очень долго. Я стримил без длительных перерывов. Стримы проходили в основном по 4-5 раз в неделю, иногда даже по 6 раз в неделю. За дней 40-45 я провел более 30 стримов. Было нелегко, было изо дня в день, тебя ждет одно и то же. Ты просыпаешься, у тебя есть часа 3-4 до начала стрима, чтобы сделать все дела. Каждый день я обновлял график. Я каждый день после стрима обновлял сайт pokerurban.net, дабы тем, кто следит за марафоном, было удобнее и приятнее всегда, чтобы можно было увидеть, как прошел день, если не был на трансляции, если трансляцию пропустил. Эти последние 1,5 месяца я, можно сказать, полностью жил этим марафоном, ничего другого меня не интересовало. Я ложился спать с мыслями о марафоне, я просыпался с мыслями о марафоне и стримил, разумеется, также с мыслями о нем. Я очень рад, что я сделал этот марафон, что я прошел через все это. Марафон изначально был как, скорее, марафон для зрителей, вернее, челлендж для зрителей. В какой-то момент это стал просто моим личным челленджем. Меня интересовало, ничего не интересовало, интересовало только достижение этой цели, выполнение этого марафона. Я делал все, чтобы это сделать, чтобы этого добиться. Марафон, что мне дал, пожалуй, первое, он прокачал дисциплину, он учил меня не сдаваться, верить в себя и учил также ответственности. Я не мог не стримить. У меня были обязательства перед зрителями, и каждый или почти каждый день я запускал рум и стримил. Я очень рад, что я через это все прошел, но настало время двигаться дальше. По дальнейшим планам, в частности, по стриминговой деятельности. Во-первых, на YouTube больше никогда не будет стримов. Тяжело стримить на этой платформе лично для меня. Первая, самая главная причина – это ограничения по музыке.
Я не могу ставить на стримах на YouTube свою музыку. Это для меня важно, поэтому стримов больше не будет на YouTube. Отныне стримы будут только на Твиче, поэтому если хотите еще смотреть на мою игру, на мои стримы, обязательно подпишитесь на канал на Твиче. Ссылка есть в описании к видео. Но и на Твиче стримы будут редки. Стримы будут примерно с той же частотой, с какой они были до марафона. Я никогда не был стримером, я временно взял эту роль на себя в рамках этого марафона. Это был отличный опыт. Мне большинство стримов, которые я проводил, я получал удовольствие от них. Я получал удовольствие от общения с вами в чате, от общения в чате на Ютубе, на Твиче. Спасибо всем, кто помогал создавать приятную атмосферу. Мне кажется, у нас дискуссия была на уровне. Стримить было здорово и классно, но это не мой путь. Я в первую очередь профессиональный игрок в покер. Для меня развитие в покере и стриминг – это несовместимо. Я выбираю развитие в покере. Поэтому будем иногда, время от времени, видеться на трансляциях на Твиче. Это может быть мой канал, может быть, я буду стримить на русскоязычном канале Пати Покера на Твиче, на англоязычном канале Пати Покера на Твиче. Будут апдейты в соцсетях, когда стримы будут, поэтому подпишитесь, если вам интересно это. Все ссылки есть в описании. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте. По планам, лично для меня, на ближайшее время я сейчас планирую несколько дней отдохнуть. Уже в воскресенье стартует серия WPT Online на Пати Покер. Я буду ее активно играть. У меня сбилась моя рутина в последнее время. Я планирую ее восстановить режим, восстановить занятия йогой, медитацию, изучение испанского языка, а также чтение книг. Все это супер важно, мне этого не хватало в последнее время. Я планирую к этому вернуться. По поводу YouTube-канала каких-то конкретных планов у меня нет, здесь полная неопределенность. Вместе с завершением марафона также завершается регулярный выход новых видео. Я думаю, иногда будут заходить какие-то видео, я пока не знаю какие, может быть это будут влоги, может быть это будет что-то другое. Меня спрашивали, будут ли новые влоги, я не знаю. Влоги занимают очень много времени, влог из Бразилии один лишь монтаж. Я потратил более недели активного вовлечения в этот процесс. Поэтому, если будет желание, если будет время, то обязательно влоги будут, но обещать не могу. Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто прошел этот путь со мной, кто смотрел стримы, кто смотрел их каждый день, кто смотрел их время от времени, кто смотрел их в записи на YouTube, кто, может быть, просто читал отчеты на сайте. Спасибо вам большое. Мы прошли этот путь вместе. Я надеюсь, контент вам понравился. И самое главное, вы смогли улучшить свою игру в покер. Если вы хотите меня отблагодарить за контент, то лучшая благодарность – это подписка на Инстаграм мой и на Телеграм-канал. Спасибо вам за это. Спасибо всем зрителям за поддержку в комментариях, за поддержку в чате во время стрима, а также за приятное личное сообщение. Это очень важно, я это ценю. Отдельное спасибо тем, кто поддерживал донатами, кто поддерживал платной подпиской на Twitch канал. Спасибо большое, ребята. Также спасибо модераторам за поддержку чата в чистоте. Я думаю, вам было труднее, чем мне. And special thanks for everyone who was watching my stream despite not being able to understand a single word I say. Hope you were able to improve your game and enjoy the show. В честь завершения марафона провожу небольшой розыгрыш. Вот такие призы мы разыгрываем. А получат их те, чей комментарий получит наибольшее количество поднятых пальцев вверх. Хотел сказать по поводу стримов по доте. Я обещал 1-2 стрима по доте провести. Я вчера поставил эту игру, зашел, сыграл одну катку, и я понял, что стримов не будет точно. Я не мог ластхитить, у меня ничего не получалось. Я видел свои ошибки, ничего с этим не мог поделать. Я 2 месяца не играл.
До этого я довольно плотно играл, очень много времени на это тратил. И сейчас в таком состоянии, как есть, я не вижу смысла продолжать вообще заниматься игрой в доту. Я не могу играть на таком уровне, как есть. А чтобы играть на нормальном уровне, надо потратить очень много времени и в будущем тратить это время на поддержание скилла. Не вижу смысла тратить это время, я лучше его потрачу на развитие в покере. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо за внимание и увидимся с вами за столами. Всем удачи!